나를 이해해 줄 수 있는 이가 없으니까. 군대에서. And is there anything in particular that you're looking forward to him seeing? 저희의 Привет, Арми! Добро пожаловать обратно на канал Zone Тикук. А что, если один из самых эмоциональных моментов парижского концерта BTS – это не вся история? В течение нескольких дней A.R. и Moi по всему миру пересматривали одни и те же душераздирающие кадры, пытаясь понять, почему Чингук не смог сдержать эмоции. Каждое выражение лица, каждый взгляд и каждая секунда стали частью бесчисленных фанатских теорий. Но затем произошло нечто неожиданное. Во время специального приглашения в Кенсингтонский дворец с Джорданом Нортом на чаепитие в британском стиле, Тэхён наконец-то прокомментировал момент, который вызвал всеобщее обсуждение. Его слова не просто повторили то, что фанаты уже видели. Они добавили совершенно новую перспективу, которую никто не ожидал. Так что же именно сказал Тэхён? И почему фанаты говорят, что это меняет их взгляд на ту незабываемую ночь в Париже? Оставайтесь до конца, потому что полная история гораздо эмоциональнее, чем кто-либо мог себе представить. Когда BTS прибыли в Кенсингтонский дворец на специальное мероприятие, организованное Джорданом Нортом, атмосфера заметно отличалась от того восторга, который фанаты наблюдали всего несколько дней назад в Париже. Элегантная обстановка, наполненная классическими британскими традициями и теплыми разговорами, быстро превратилась из простого рекламного выступления в нечто большее. Для A.R. и Moi, наблюдавших за происходящим по всему миру, каждая улыбка, каждый взгляд и каждая реакция внезапно обрели более глубокий смысл, потому что воспоминания о Париже не померкли. Эмоциональный концерт оставил бесчисленное множество вопросов без ответа. Фанаты продолжали пересматривать душераздирающий момент, когда Чингук изо всех сил пытался скрыть свои эмоции на сцене. Социальные сети были наводнены теориями, отредактированными видеороликами и эмоциональными реакциями, но ни одна из них не могла полностью объяснить то, что все увидели. Дело было не просто в слезах. Дело было в эмоциях, стоявших за ними, в последовавшей тишине и выражениях лиц участников BTS на протяжении всего вечера. Именно поэтому это выступление почти сразу привлекло всеобщее внимание. Вместо того, чтобы сосредоточиться только на традиционном послеобеденном чаепитии или беззаботных мероприятиях в Кенсингтонском дворце, фанаты начали внимательно следить за Тэхёном. Каждый его ответ, каждая задумчивая пауза и каждое едва уловимое выражение лица становились предметом обсуждения. Многие зрители почувствовали, что что-то изменилось. В его размышлениях о недавних событиях чувствовалось спокойствие, заставляя людей задуматься, готов ли он наконец рассказать о том, что произошло во время того незабываемого концерта. Что сделало этот момент еще более эмоциональным, так это контраст между двумя местами. Париж был наполнен переполняющими эмоциями, в то время как Кенсингтонский дворец предлагал спокойную обстановку, которая позволяла участникам замедлиться и поразмышлять. Для многих фанатов это стало почти символичным. После нескольких дней предположений и эмоциональных реакций в интернете это стало первой возможностью, когда люди поверили, что наконец-то могут понять эмоции, скрытые за светом софитов. По мере того, как фрагменты интервью распространялись в социальных сетях, A.R. и Moi начали изучать каждую деталь. Некоторые заметили, как тщательно Тэхён подбирал слова. Другие отметили теплые выражения лиц, которыми обменивались участники на протяжении всего мероприятия. Вместо того, чтобы спешить с выводами, фанаты оценили зрелость и искренность, царившие в разговоре. Это не породило новых вопросов, а побудило людей задуматься об эмоциональном давлении, которое часто испытывают артисты, выступая перед тысячами поклонников. Даже те, кто не следил за парижским концертом, внезапно заинтересовались. Почему это интервью вызвало такой ажиотаж? Почему так много фанатов возвращались к эмоциональному видео с концерта после появления Тэхёна? Растущее любопытство подтолкнуло дискуссии еще дальше, вовлекая новых зрителей в историю, которая казалась гораздо масштабнее, чем просто выступление. Однако, пожалуй, самым большим сюрпризом было не что иное, как элегантный дворец, послеобеденный чай или даже сами вирусные видеоролики.
Это было осознание того, что иногда самые значимые моменты находятся не в драматических заголовках, а в тихих размышлениях, которые следуют за ними. Пока AR&MY продолжали собирать воедино каждую деталь, один вопрос оставался актуальным как никогда. Что именно сказал Тэхён, что заставило так много фанатов вернуться к одному из самых эмоциональных вечеров BTS в Париже? И почему люди убеждены, что вся история только начинает разворачиваться? Обсуждение той эмоциональной ночи продолжало набирать обороты еще долго после того, как камеры перестали снимать. В социальных сетях фанаты сравнивали атмосферу в Париже с появлением участников в Лондоне, отмечая существенную разницу. В то время как концертная сцена была наполнена переполняющими эмоциями и незабываемыми воспоминаниями, Кенсингтонский дворец показал более спокойную сторону BTS, которую многие редко видят. Именно этот контраст делал каждый новый клип еще более значимым. Многие давние поклонники отмечали, что BTS всегда связывали уникальные узы, особенно в моменты, когда эмоции проявляются естественным образом. Годы совместных выступлений создали бесчисленные воспоминания, которые зрители никогда не видят в полной мере. За каждым выступлением стоят месяцы подготовки, физическое истощение, постоянные поездки и давление, связанные с необходимостью давать незабываемые шоу ночь за ночью. Поэтому эмоциональные моменты на сцене часто глубоко трогают поклонников, которые понимают, что даже самые сильные исполнители остаются людьми. По мере того, как дискуссия накалялась, внимание постепенно переключилось на спокойное поведение Тэхёна на протяжении всего мероприятия в Кенсингтонском дворце. Вместо того, чтобы отвлекаться на вирусные обсуждения вокруг Парижа, он, казалось, сосредоточился на том, чтобы насладиться этим опытом вместе с другими участниками. Уже одно это вызвало новую волну реакций. Некоторые фанаты посчитали, что это отражает уверенность, в то время как другие почувствовали, что это демонстрирует тихую поддержку в период, когда эмоции в фандоме были накалены до предела. Само интервью также напомнило зрителям о важном моменте. BTS постоянно подчеркивали благодарность AR&MY на протяжении всего своего пути. Будь то выступления на огромных стадионах или участие в престижных зарубежных концертах, участники группы часто выражают благодарность за поддержку, которая сопровождала их на каждом этапе карьеры. Для многих фанатов эта точка зрения добавила еще один эмоциональный слой ко всему, что произошло до и после парижского концерта. Тем временем онлайн-обсуждения не прекращались. Новые видеоролики, анализы фанатов и видео с реакциями появлялись почти каждый час. Некоторые фокусировались на эмоциональной атмосфере концерта, в то время как другие покадрово пересматривали выступления в Кенсингтонском дворце, надеясь заметить тонкие моменты, которые они могли пропустить при первом просмотре. Чем больше людей смотрело, тем больше росло любопытство. Возможно, именно это делает эту историю такой захватывающей. Речь идет уже не только об одном эмоциональном концерте или запоминающемся выступлении в одном из самых знаковых мест Великобритании. Это стало отражением того, насколько глубоко BTS связаны с миллионами людей по всему миру. Иногда короткое выражение лица, задумчивая улыбка или тихий момент могут вызвать больше дискуссий, чем все выступление целиком. Однако фанаты считают, что есть еще одна деталь этой истории, которая ждет своего понимания. Несколько моментов того дня продолжают циркулировать в интернете, и многие зрители убеждены, что одна конкретная деталь не получила должного внимания. Эта деталь может полностью изменить то, как AR&MY помнят эмоциональную ночь в Париже и все, что последовало за ней в Кенсингтонском дворце. И как только эта последняя деталь станет предметом обсуждения, вся история может взглянуть на себя с совершенно другой точки зрения. По мере того, как история распространялась по всему глобальному сообществу BTS, многие фанаты начали понимать, что самые незабываемые моменты часто остаются необъяснимыми. Эмоциональная сцена в Париже уже стала одним из самых обсуждаемых моментов тура, но после выступления в Кенсингтонском дворце люди стали смотреть дальше самих слез. Вместо этого они сосредоточились на отношениях между участниками, тяжести пройденного пути и эмоциях, которые тихо накапливались в течение месяцев непрерывных выступлений. Время событий сделало обсуждение еще более захватывающим. Между эмоциональным концертом и королевским приглашением в Лондон прошло совсем немного времени, но атмосфера, казалось, полностью изменилась. В
Париже тысячи голосов эхом разносились по стадиону, а эмоции переполняли сцену. В Лондоне же участников окружали история, традиции и элегантность, создавая совершенно иной фон. Этот разительный контраст делал каждую улыбку более значимой, а каждое задумчивое выражение лица более важным. Поклонники быстро заметили еще одну деталь, которая продолжала подогревать слухи. На протяжении всего мероприятия участники выглядели расслабленными, делясь естественными моментами, которые напоминали всем о связи, которую они построили за более чем десятилетие совместной работы. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на отдельных людях, они постоянно поддерживали друг друга, подтверждая, почему BTS остаются одной из сильнейших групп в мире, несмотря на бесчисленные трудности. Это было тихое напоминание о том, что их главная сила никогда не заключалась только в зрелищных выступлениях, а в доверии, которое они продолжают испытывать за кулисами. По мере появления новых видеозаписей в сети, зрители начали пересматривать парижский концерт с совершенно другой точки зрения. Моменты, которые когда-то казались обычными, внезапно обрели новый эмоциональный вес. Краткий взгляд через сцену, ободряющая улыбка или то, как участники держались близко друг к другу, становились предметом бесконечных обсуждений. Фанаты задавались вопросом, всегда ли эти детали были на виду, скрытые на виду, ожидая, пока люди заметят их, когда эмоции утихнут. Растущее внимание также подчеркнуло то, о чем многие часто забывают. Стадионные концерты представляют собой лишь небольшую часть. Много часов перед публикой, но за каждым выступлением стоят бесчисленные репетиции, изнурительные поездки, физическое восстановление и эмоциональная ответственность за оправдание миллионов ожиданий. Когда артисты испытывают сильные эмоции на сцене, эти моменты редко существуют изолированно. Часто они связаны с гораздо более долгим путем, который фанаты никогда не видят полностью. Это осознание только усилило эмоциональное воздействие истории. Вместо того, чтобы спрашивать только о том, что произошло в Париже, многие начали спрашивать, как участники продолжают поддерживать друг друга во всех трудностях. Речь пошла не столько о поиске драматического ответа, сколько о признании стойкости, дружбы и профессионализма, которые BTS демонстрировали на протяжении всей своей карьеры. И все же, несмотря на все обсуждения, реакции и бесчисленные анализы фанатов, одна загадка продолжает заставлять ARMY следить за каждым новым обновлением. Есть еще один незабываемый момент из того знаменательного дня, который почти не обсуждался публично. Фанаты считают, что он может связывать все, от эмоционального концерта в Париже до мирного дня в Кенсингтонском дворце. И если этот недостающий элемент действительно найдется, это может стать одной из самых запоминающихся глав в истории ***BTS** в этом году.